Аналитик центра Стратфор считает, что Турция не поддержит Алиева, если он решит напасть на Армению, поскольку это помешает планам Эрдогана. Скорее всего, в армяно-азербайджанских процессах примерно 2-3 года будет сохраняться статус-кво. Нам это кажется вполне возможным и реальным. Об этом в гостях у News Армении заявил аналитик по вопросам Евразии американского разведывательно-аналитического центра Стратфор Мэтью Орр. Он не считает, что война неизбежна, поскольку пока нет очень острых стимулов, чтобы одна из сторон считала, что нужно принимать экстренные меры для кардинального изменения ситуации. Эксперт не исключил, что при этом со стороны Азербайджана могут продолжаться и усиливаться попытки военного давления путем обстрелов на линии разграничения. Но я не считаю, что крупная война неизбежна, если не будет достигнута сделка между Азербайджаном и Арменией, добавил он. Орр пояснил, что в целом Азербайджану при намерении начать предпочтительнее крупные военные действия проводить летом или в конце лета. Однако повторюсь, что пока мы не считаем, что Азербайджан видит в этом необходимость. Скорее всего, им кажется, что они могут достичь своих целей путем давления, и пока считается, что у сторон есть пространство для маневра и заключения сделки. Это не обязательно произойдет скоро, будет продолжение попыток давления, в том числе военного. Поэтому сохраняется нестабильная обстановка. Однако мы не верим в то, что это может перерасти в крупное военное столкновение, подчеркнул он. Эксперт предположил, что причина, по которой Азербайджан вряд ли пойдет на крупную эскалацию, в том, что с военной точки зрения это было бы очень дорого. Он пояснил, что Азербайджану это невыгодно с политической, экономической и геополитической точек зрения, поскольку привело бы к резкому ухудшению отношений с Европой и США и стало бы резким выпадом также в сторону Ирана и России. Баку считает, что пока что он сохраняет пространство для геополитического маневра и баланса между великими державами, а крупная эскалация против Армении очень сильно урезала бы его возможности маневра на мировой арене. Но это не исключает, что его мнение может измениться с изменением обстановки, что, однако, на данный момент маловероятно, отметил Орр. Последние заявления президента Азербайджана о коридоре через Армению и перекрестке мира, по его оценке, не были анонсом войны. Он уточнил, что это свидетельствует о том, что транзит через Армению и так называемый Зангезурский коридор является для одних ключевым условием мирного договора. Однако это не значит, что данный пункт обязательно будет включен в мирный договор, но вне договора должно быть рамочное соглашение по этому поводу. Алиев считает, что находится на сильных позициях, поэтому делает такие заявления. Премьер-министр Армении недавно заявил, что речь не может идти об экстерриториальном статусе коридора, но если речь идет о каких-то особых условиях для транзита через Армению, то может быть достигнут компромисс, и если будут уступки со стороны Азербайджана по перекрестку мира, в таком случае есть пространство для маневра и компромисса. Но если это будет какой-то ультиматум, то это красная линия для Армении. Пока мы считаем, что есть пространство для маневра и, возможно, будет достигнут компромисс, предположил Орр. По его оценке, Турция выступает против и не хочет участвовать в крупной военной операции против Армении, поскольку понимает, что если будет достигнут мирный договор и откроются транспортные коммуникации, то весь Южный Кавказ окажется в сфере ее влияния. Он не исключил, что Турция советует Азербайджану избегать такого пути и отговаривает от подобного варианта развития событий, поскольку ей выгодно, чтобы все было стабильно, понимая, что России выгодно, чтобы нынешняя обстановка сохранилась, а улучшение ситуации выгоднее Турции. Если будет крупное нападение со стороны Азербайджана, то это помешает планам Турции. Поэтому, скорее всего, Анкара не поддержит решение о крупном нападении на Армению, и это довольно влиятельный фактор в данном вопросе. В Турции не хотят, чтобы Армения всегда противодействовала или мешала процессам, которые в интересах Анкары. В Турции считают, что это стало бы усложняющим фактором в долгосрочной перспективе. Да, для них желательно, чтобы Армения пошла на уступки в вопросе коридора, и компромисс был достигнут больше в пользу Азербайджана и Турции. Однако в интересах Турции также то, чтобы частично были реализованы несколько пунктов перекрестка мира с целью обеспечения гибкости позиции, заключил эксперт.
Однако эксперты из Global Source Partners считают иначе. Ослабление Ирана дает возможность Турции и Азербайджану реализовать проект «Зангезурский коридор». Министры иностранных дел Турции и Азербайджана встретились в январе в Баку и Стамбуле в рамках усилий по углублению экономического и торгового сотрудничества. Ключом к этим целям является план создания маршрута, названного Зангезурским коридором, который свяжет Азербайджан с автономной областью Нахичевань, граничащей с Турцией, пишет РФИ. Коридор, который пройдет по территории Армении, является частью турецко-азербайджанского видения по развитию торгового пути между Китаем и Европой. Иран решительно выступает против предлагаемого 40-километрового коридора, поскольку, по словам наблюдателей, он опасается, что это сократит жизненно важный маршрут, который он использует для обхода санкций. Союзник Ирана Армения также выступает против коридора как навязывания его территории. Но поскольку Иран ослаблен неудачами в Сирии и Ливане, Баку и Анкара видят возможность продвинуться вперед. Ослабленный Иран – это огромная возможность для Турции на Кавказе, сказал Атилла Еселада, аналитик по Турции в Global Source Partners. Единственная причина, по которой Армения сопротивляется созданию Зангезурского коридора, это обещание Ирана защищать его в военном отношении. Но поскольку Иран находится под давлением администрации президента США Дональда Трампа, Азербайджан или Турция, скорее всего, не будут воспринимать угрозы Ирана всерьез, утверждает Еселада. Однако, учитывая региональные неудачи Ирана и угрозу усиления давления со стороны Вашингтона, Тегерану нужны друзья в регионе. В январе Иран, по-видимому, смягчил свое противодействие, и один высокопоставленный иранский дипломат заявил, что противодействие Зангезурскому коридору больше не является приоритетом. Очевидное смягчение Тегерана совпадает с углублением его связей с Москвой. Поскольку Турция и Азербайджан не применяют множество санкций против России, Москва поддерживает Зангезурский коридор как способ обойти международные санкции путем создания новых торговых путей через страны, которые их не применяют. В прошлом году США и Армения начали совместные военные учения в знак более тесных связей. Аналитики предполагают, что Вашингтон до сих пор сдерживал намерения Турции и Азербайджана. Однако новая администрация Трампа пока не определилась с проектом коридора. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган стремится наладить тесные связи с Трампом. В то же время турецкий лидер намерен поддерживать своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в их общей цели превратить свои страны в мост между Европой и Китаем. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.